Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить замечательные кабачки в духовке. Не надо ничего жарить. Можно просто кабачки залить ароматной заливкой и отправить запекаться. Готовится все очень быстро и просто из самых доступных продуктов. Рекомендую приготовить такую запеканку с кабачками. Уверена, она всем понравится. Для рецепта мне понадобится подготовлю кабачки, или, как у меня в данном случае, цукини. Разрезаю их пополам и теперь режу тонкими пластинками. Цукини я не очищаю и не удаляю сердцевину. Если вы используете более такие старые кабачки, конечно, рекомендую очистить кожицу и удалить семена. Толщина пластинки получается примерно 3-4 мм. Подготавливаю таким образом все цукини. Теперь цукини я солю, чтобы они пустили сок. И оставляю таким образом постоять примерно минут 10, пока я буду подготавливать заливку. Разбиваю в кувшин яйца. Добавляю сметану. Для рецепта я использую жирную сметану. Так заливка получается вкуснее. Перемешиваю. Добавляю немного соли, черный перец, добавляю сушеный чеснок и орегано. Также для рецепта я буду использовать сыр пармезан. Добавляю примерно половину. Если вы не хотите использовать пармезан, можно пропустить этот ингредиент. Перемешиваю. Я заливку делаю в кувшине, так как ее потом будет очень удобно наливать. Можно делать в любой миске. И также ориентируйтесь на то, какой используете сыр. Если он соленый, добавляйте меньше соли. На мелкой терке натру пару зубчиков чеснока. Конечно, чеснок добавляйте по вкусу. И также порежу небольшой пучок укропа. Можно использовать любую зелень, какую вы хотите. Перемешиваю. Получилась вот такая ароматная заливка. На крупной терке натру сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. И также для моего рецепта я буду использовать вяленые томаты. Эти томаты я делала дома сама. Как их сделать, я оставлю ссылку под видео в описании. Я их немного разрезаю, так как томаты у меня такие довольно крупные. Конечно, томаты добавляйте по желанию. Цукини постояли и пустили много сока. Обсушу их бумажными полотенцами. Готовить запеканку я буду в прямоугольной форме, вот такой высокой. И также при помощи пергаментной бумаги я нарастила бока. Размер формы 28 на 14 сантиметров. Наливаю растительное масло. Я использую оливковое, можно использовать любое растительное масло. И также у меня здесь осталось ароматное масло с вяленых помидоров. Также добавляю его в форму. И теперь все очень просто. Выкладываю цукини слоями. Можно делать небольшой нахлест. Теперь сверху разбрасываю немного вяленых томатов и слегка заливаю заливкой. Распределяю ее, добавляю сыр. И теперь снова слой цукини. И таким образом, все чередуя, повторяю все слои. Выкладываю последний слой. У меня сейчас фактически вся форма заполнена. Выливаю оставшуюся заливку. Для последнего слоя лучше ее оставить чуть побольше. Присыпаю оставшимся сыром и добавляю оставшийся пармезан. И теперь отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 30-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Запеканка уже готова. Сверху вот так красиво подрумянился сыр. Аромат стоит просто божественный. Сейчас запеканку я оставляю в форме, чтобы она немного остыла. Тогда ее удобно будет нарезать и спокойно ее можно будет извлечь из формы.
Запеканка получилась очень нежная и сочная. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.